Трамп заявляет, что поставил Путина на место. Детали переговоров и почему в Кремле отрицают факт звонка. Одесса как план России. В Украине оценили возможности Москвы для высадки десанта на Черноморском побережье. Кроме того, в стране скандал. В Верховной Раде заговорили о мобилизации женщин и не только. Кто провокатор? Саммит НАТО приятный и быстрый для Трампа. Как Украину отодвигают на второй план вместе с Зеленским. Западная пресса публикует детали. Америка может забрать ЗРК «Патриот» у Украины для Израиля. США направляют авианосцы на Ближний Восток, проводят эвакуацию, а Иран запускает новую ракету и ставит ультиматум американцам. Что происходит? Почетный посол Казахстана во Львове построила центр «Стрельница» – хаб за миллионы долларов для обучения стрельбе и патриотического воспитания украинских детей. А Астана тем временем готовит ответный удар для России. О чем речь? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями, отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Украина не должна идти на какие-либо уступки России, так считает 74% эстонцев. В то же время такого же мнения лишь 19% русских, которые проживают в Эстонии. О разрыве во взглядах в одной стране говорят данные свежего опроса, который провели по заказу МИД Эстонии. Согласно ему, мнения эстонцев и местных русских по внешней политике страны резко расходятся. Итак, 58% русских считают, что Крым должен быть российским, эстонцев таких лишь 14%. Пресса Эстонии пишет, что почти 45% русских готовы отдать России все подконтрольные ей украинские территории против 7% эстонцев. 52% русских выступают за нейтральный статус Украины без ЕС и НАТО. Такую же позицию поддерживают лишь 13% эстонцев. 39% русских хотят вывода войск НАТО из Эстонии и региона. Эстонцев же, которые хотят такого вывода, лишь 6%. Кроме того, о взгляде на помощь Украине 70% эстонцев считают ее достаточной, 70% русских чрезмерной. Еще одно расхождение проявилось в вопросе экономических отношений с Россией. Так, 53% эстонцев считают, что такие отношения следует свести к минимуму, применяя в том числе национальные ограничительные меры наряду с санкциями ЕС. Среди русских этой позиции придерживаются лишь 7%. Напротив, за развитие делового сотрудничества с Россией выступили 41% русских и 6% эстонцев. Друзья, подписчики, что думаете о таком опросе и его результатах? Поделитесь, пожалуйста, мнением в комментариях. В Украине продолжают говорить о недавнем заявлении Зеленского о планах россиян, которые хотят взять под свой контроль Одессу и выйти на границы с Молдовой и Румынией. Сейчас украинские военные считают, что подобный план неосуществим. Как заявлял наш президент, военно-политическое руководство России никогда не скрывало, что в сферу их геополитических интересов входит и Одесса, и весь юг Украины. Однако, по данным нашей разведки, чтобы противнику провести подобную операцию с высадкой на побережье где-то возле Одессы и захватом Одессы, нужно собрать очень серьезные силы и средства. На данный момент мы таких не наблюдаем. При этом внимание западной прессы приковано к визиту начальника российского генштаба на линию фронта. Накануне в Москве заявили, что Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Центр», которая действует на красноармейском направлении. Красноармейским Россия называет то, что Украина Покровским, а город Покровск, я напомню, находится в считанных километрах от Днепропетровской области. По мнению наблюдателей, визит Герасимова может указывать на то, что Москва недовольна продвижением своих подразделений в регионе. На прошлой неделе, согласно данным Минобороны, он также инспектировал группировку армии «Запад» на линии фронта. Предыдущий визит состоялся 3 месяца назад. Еще одна тема, связанная с войной, сейчас на слуху. Скандал вспыхнул в Украине из-за постов в Телеграме одиозного народного депутата Украины Марьяны Безуглой. Накануне она посчитала правильным написать, что 31-летнего парня, который погиб в результате обстрела Киева под завалами дома, настигла карма. Якобы не пошел на фронт, так погиб дома. А после написала и о необходимости мобилизовать женщин. А женщины? Мы уже давно должны были ввести мобилизацию на оборонные предприятия и тыловые должности. Войну вполсилы не выиграешь. Что думаете о заявлениях украинской разведки и таком поведении человека, который является украинским нардепом? Как всегда, жду ваших ответов в комментариях.
В Украине впервые ответили на новое требование России. Москва на днях заявила, что прекращение войны возможно только после того, как Киев уничтожит все западное оружие, переданное ВСУ. В МИД Украины считают это плевком в сторону Америки. Российские официальные представители почти каждый день выдвигают новые абсурдные требования. Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное пренебрежение к усилиям США по прекращению войны. В Европе тем временем вообще проигнорировали такие требования. Брюссель дает понять, что надо делать все наоборот – вооружать Украину и ЕС. Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас считает, что сегодня у России нет сил воевать против НАТО, но при этом надо вооружаться, чтобы такой возможности и не появилось, говорит Каллас. Если же единства не будет, Европа заговорит на русском, считают в ЕС. Мы должны делать больше для Украины, в том числе ради нашей собственной безопасности. Цитируя моего друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, «Если мы не будем дальше помогать Украине, нам всем следует начать учить русский язык. Чем сильнее Украина будет на поле боя сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия наконец будет готова говорить». Несмотря на такие заявления, Украина не получит то, чего хочет на ближайшем саммите НАТО, где всегда обсуждалась дальнейшая поддержка Киева. Теперь все будет иначе. В итоговом коммюнике Альянса не будет упоминаться Украина, а Россию назовут долгосрочной угрозой. По данным Bloomberg, в проекте коммюнике нет и обязательства предоставить Украине военную помощь на $40 миллиардов. Кроме того, сам саммит будет коротким и приятным, чтобы соответствовать вниманию Трампа. Нью-Йорк Таймс также пишет, что обычного формата не будет, а Зеленский хоть и приглашен, но все будет сделано так, чтобы избежать его неловких встреч с Трампом, говорится в материале издания. Источник в администрации президента Украины подтвердил, что Зеленский планирует лично участвовать в саммите, но добавил, решение будет принято накануне саммита. Это только расписание. Источник назвал встречу возможностью сохранить поддержку и продвигать прекращение огня. А Трамп, который на днях бежал с саммита G7 и так не встретился там с Зеленским, заявил, что вновь поговорил с Путиным и якобы поставил его на место. Уверяет, что сказал ему заниматься Россией и Украиной, а не Ближним Востоком. Давайте послушаем. Я говорил с ним вчера. Он даже предложил помочь в качестве посредника. Я сказал, сделай одолжение, сначала разберись со своей страной. Давай сначала займемся Россией, Владимир. Потом уже будешь посредником где-то еще. Но, думаю, и это тоже решится. Просто погибло столько людей. Самое ужасное, гораздо больше людей погибло, чем сообщается. В войне между Россией и Украиной намного больше. В Кремле заявили, что разговора 18 июня не было, он был раньше, просто заявление Трампа образное. При этом Песков не опроверг слов американского президента. Это он образно говорил. Сейчас так жизнь насыщена событиями, что ретроспектива в несколько дней – это вчера. Трамп и его администрация совершают ошибку, отправляя спецпосланника американского президента Кита Келлога на разговор к Лукашенко. Так считают в украинском офисе президента. Там говорят, что это попытка отыскать новые пути коммуникации, но они обречены на провал, уверен Подоляк. Мне кажется, что господин Келлог ищет возможности расширить разговорное окно с Россией. Все же, он считает, что Лукашенко в чем-то является субъектом и может повлиять на Путина. И поэтому хочет получить еще один коммуникационный путь, по которому он будет двигаться и так далее. Но это ошибочно, потому что Беларусь, вы прекрасно понимаете, и Лукашенко не является субъектом. Лукашенко достаточно осторожен, мягко говоря. Он не будет вмешиваться в понимание войны и мира Путина. Он боится его. А Лукашенко, опять же, также зависим от Китая, кроме России. Уже после всех этих сообщений Путин во время встречи с представителями международных информационных агентств сделал ряд заявлений. Уверяет, что Германия не может быть посредником в переговорах между Москвой и Киевом, так как не является нейтральной. Тем не менее, готов поднять трубку и поговорить с Мерцем. Путин фактически подтвердил слова Каи Каллас и сказал, что сейчас силы России и НАТО несопоставимы. У Североатлантического альянса есть значительное преимущество. Уверяет также, что РФ не собирается нападать на НАТО. Ключевым стало решение Путина, официальное заявление. Он готов к встрече с Зеленским и переговорам тет-а-тет, но подписывать документы хочет с кем-то другим.
Ну так вот, значит, мы готовы встречаться. И я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом. Вопрос, кто будет подписывать документ. Это же, послушайте, я ничего не придумал. Вот все, что угодно. В пропагандистском плане можно говорить все, что угодно о легитимности действующих властей. Но нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая. Друзья, как вам формулировка о предстоящем саммите НАТО? Короткий и приятный для Трампа. Что вы думаете о визите Келлога в Беларусь и поддерживаете ли обращение Трампа к Путину? Иран впервые запустил в боевых условиях двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджил». Об этом накануне массово писали СМИ со ссылкой на корпус стражей Исламской революции. Яркие в прямом смысле кадры появления ракеты в небе массово тиражировали в сети. Иран не отказался от своей тактики нанесения ударов по Израилю, в то время как Израиль исчерпывает свои запасы дорогостоящих перехватчиков ракет, сообщает The Washington Post. И если Иран продолжит атаки, то у Израиля есть ракеты лишь на 10-12 дней, пишет издание со ссылкой на свои источники в разведке США и Израиля. Тем временем уже третий американский авианосец готовится к развертыванию недалеко от Израиля. Вооруженные силы США используют авианосцы для демонстрации силы в любой точке мира, и они первыми отправляются в районы кризисов. Авианосцы могут нести десятки самолетов, способных наносить удары, перехватывать ракеты и беспилотники, а также сопровождаться военными кораблями, которые могут защищать от угроз с воздуха, с земли и из воды. США еще не решились вступить в войну против Ирана, но при этом активно эвакуируют своих граждан из Израиля. В посольстве США уверяют, что работают над эвакуационными рейсами и отправкой круизных лайнеров. Эти заявления прозвучали на фоне обращения высшего руководителя Ирана Али Хаменеи, которого Трамп накануне назвал легкой целью. В Тегеране заявляют, что американцам не поздоровится, если они пойдут войной против Ирана. Хаменеи отверг ультиматум Трампа. И, конечно же, американцы, те, кто знает политику этого региона, понимают, что вмешательство США в этот вопрос на 100% будет им во вред. То, что они понесут в этом случае, будет намного серьезнее, чем то, что может понести Иран. Ущерб, который США понесут в случае военного вмешательства, будет, без сомнения, невосполнимым. В Украине тем временем уже даже обсуждают, что США могут потребовать назад ЗРК «Патриот», чтобы отправить их на Ближний Восток. Такой сценарий допускают. Действительно, этот негативный сценарий существует. Мы должны постоянно держать его в уме. Еще раз, это очень негативный сценарий, и мы не утверждаем, что он обязательно произойдет, но должны его рассматривать, чтобы для нас потом это не стало какой-то неожиданностью. Но знаете, что это действительно очень серьезно может навредить украинской обороне, в первую очередь украинским тыловым городам. Из-за эскалации на Ближнем Востоке Лондон проводит экстренные заседания, в Великобритании призывают к деэскалации, а в ведомстве Лаврова в Москве при этом осуждают Израиль. В ходе беседы была обсуждена беспрецедентная эскалация напряженности на Ближнем Востоке, ставшая результатом масштабной силовой операции Израиля против Ирана в нарушении устава ООН и норм международного права. Путин тем временем заявил, что готов вмешаться и быть посредником. Свое решение он подтвердил во время разговора с президентом ОАЭ. Но пока, как и ранее, его предложение не было принято. Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров. И теперь об ответе Казахстана. Астана готовит зеркальные меры в ответ на ужесточение правил въезда в Россию для своих граждан. Глава МВД Ержан Саденов заявил: у нас тоже есть приложение, все условия созданы, намекая на возможное введение аналогичных требований для россиян. Дело в том, что с 30 июня россияне начнут пускать казахстанцев и граждан стран, которые имеют право безвизового въезда в Россию, только по цифровому пропуску через приложение RUID. Нужно будет заранее загрузить фото, отпечатки пальцев и ждать ответа от системы. Без регистрации на границе не пустят. Исключение только экстренные случаи: тяжелая болезнь, смерть близкого или срочное лечение. И даже тогда нужно подать документы минимум за 4 часа до въезда.
Издание Moscow Times пишет, что в Астане все чаще фиксируют случаи запрета казахстанцам на въезд в Россию. Среди них правозащитник Дидар Смагулов. У него пожизненный бан за поддержку Украины. Блогеры и обычные граждане, критиковавшие действия РФ в соцсетях, также не смогут въехать. Казахстанская сторона недвусмысленно дала понять, ответные ограничения для россиян – вопрос времени. Почетный консул Казахстана во Львове вместе с сыном построила суперсовременный трехэтажный стрелковый хаб «Стрельница». Проект обошелся более чем в 100 миллионов гривен. Это более 2 миллионов долларов. За эти деньги возвели целый комплекс. Тиры, спортзал, зал тактической медицины, VR-пространство, зону для стрельбы из лука и даже ветеранское кафе. «Стрельница» будет работать для школьников, военных и ветеранов российско-украинской войны. Кроме того, в новом тире будут проводить бесплатные национально-патриотические занятия для школьников, учить горожан, как обращаться с оружием, организовывать тренировки, соревнования и форумы для спортсменов. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета. Почетный консул Казахстана уверяет, что все было построено ради львовян. Семья Маслюков готова в рассрочку и без процентов продать этот тир городу. Стрельницу восстановили частные инвесторы, семья Маслюков. Галина Маслюк является почетным консулом Республики Казахстан во Львове, а ее сын Андрей Маслюк – президент Львовской областной федерации гребли на байдарках и каноэ. Они за собственные средства согласились построить Стрельницу, которую город планирует выкупить в течение 10 лет. Друзья, хорошего вам дня и настроения. Спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.